что нарциссы делают с теми, кем они не могут манипулировать. Мы с вами сегодня разберем такую ситуацию. Возможно, если у вас был опыт общения с людьми с ярко выраженными нарциссическими чертами, то вы знаете, что эти люди, они много манипулируют. У них такое поведение чем-то похоже на поведение такого вот ребенка или подростка. И если вы как-то умеете, противостоять этим манипуляциям, не вестись на них, то таким образом вы нарцисса лишаете одного из инструментов взаимодействия, что ли, давления на вас, и он начинает себя вести очень неприятными способами. И сегодня мы как раз об этом и поговорим. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы говорим с вами о 5 вещах, как нарцисс начинает себя вести с человеком, который не позволяет ему с собой манипулировать. Если вам интересно в этом разобраться, можете поставить лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая ситуация — это нарцисс будет дискредитировать свою жертву перед третьими лицами, то есть как будто бы пытаясь как-то давить через окружающих. Такая ситуация. Мужчина говорит своей женщине, мужчина-нарцисс говорит своей женщине, что он хочет, чтобы вечером они пошли к его друзьям. Женщина говорит, что я не пойду, потому что, во-первых, у меня сегодня есть дела, чем заняться, во-вторых, в прошлый раз я к твоим друзьям ходил, они какие-то токсичные, хамские, меня подкалывали, ты как-то молчал, мне это просто неинтересно. Тогда нарцисс начинает манипулировать. Он говорит, послушай, все же будут со своими женщинами и женами, а ты, получается, вроде бы как не придешь, значит, ты какая-то не такая. Манипуляция через чувство вины, через чувство какого-то несоответствия каким-то идеалам. Если женщина на эту манипуляцию не идет, нарцисс таки идет туда к своим этим друзьям, и когда я него спрашивают, а чего она не пришла, вместо того, чтобы сказать, что просто не смогла или у нее свои дела, он начинает говорить, она как-то вообще немножко с ума сходит уже, выпивает это по вечерам, у нее эти дни, она какая-то неадекватная вообще, вы же знаете, она как-то себя вот так вот ведет. То есть он начинает всю ту агрессию, которую ему экологично не удалось как-то разместить с женщиной в контакте, чтобы договориться. Предположим, для него действительно это важно, но мог бы как-то он договориться, сказать, что нет, я извиняюсь в прошлый раз за поведение своих друзей, в этот раз я буду тебя как-то оберегать и так далее, как-то по-взрослому договориться. Нет, он попытался проманипулировать, получил такой отказ, получил, так сказать, отсечку, и вот он проявляет эту агрессию по отношению к своей женщине за глаза, так сказать, он сидит и начинает ее очернять. Вторая вещь, которую может делать нарцисс, когда он не может манипулировать, это он может игнорировать или исключать. Игнорирование может быть в прямом контакте. Предположим, мужчина-нарцисс, женщина, у них есть отношения, мужчина как-то манипулирует, женщина не ведется на манипуляцию, все, он обиделся, неглект, не разговаривает с ней, наказание молчанием. Это также характерно для скрытых нарциссов или нарцисс-уязвимый тип. Исключение может быть, предположим, они как-то общаются много в соцсетях, мужчина отписался или заблокировал ее для доступа в свои соцсети, просто заблокировал для общения. Или бывает какой-то общий чат какой-то компании, и нарцисс этот чат когда-то создал, он имеет возможность, он тебя удаляет из этого чата. Либо, например, какие-то более тонкие штуки, когда выходные, и ты понимаешь, что на выходные вся ваша компания куда-то собирается, потому что они списались в каком-то новом чате, который создал этот нарцисс, а тебя туда не добавили. И вроде бы как ситуация, ты ни с кем не ссорилась, но тебя исключили как-то так по умолчанию. Другие люди просто не обратили на это внимание. Тебе нужно как-то себя ввести в этой ситуации, упрашивать, чтобы тебя добавили, как-то разговаривать с этим нарциссом. Когда нарцисс не может тобой манипулировать, он может тебя провоцировать на эмоции, чтобы потом твою какую-то эмоциональность показать как какую-то неадекватность, например, третьим лицам. Предположим, часто бывает такое, когда, скажем, мужчина пытается с женщиной манипулировать, женщина не ведется, и он таким тихим, спокойным голосом говорит ей какую-то гадость. Что-то такое, что точно ее как-то затронет, потому что мы обычно, когда с человеком общаемся, мы знаем, что для него очень важно, чтобы мы не говорили. Он, например, говорит женщине, если она переживает по поводу полного веса, как-то очень грубо, что ты такая жирная. Или если она переживает по поводу своих детей, он что-то про их детей говорит. Он говорит это тихо, спокойно, со стороны это не привлекает внимания. Как только он ей говорит, она вспыхивает, и все, уже все окружающие вне контекста того, что происходит, они видят ту картинку, которую он хотел, чтобы все видели. Вот пара, мужчина, который ведет себя как-то спокойно и адекватно ситуации, и женщина, которая ведет себя максимально неадекватно ситуации. То есть это такой, как будто бы публичный газлайтинг получается. Четвертая вещь, которую может делать нарцисс, когда не получается прямо манипулировать, он может использовать какие-то угрозы, запугивания. Дело в том, что надо понимать, что, собственно, манипуляция — это такая изощренная пассивная агрессия, когда я стараюсь как будто бы как-то скрыто продавить свои интересы какой-то типа мягкой силой такой скрытой. То есть манипуляция — это такой незрелый ход, а так обычно ведут себя дети. Для детей попытка манипулировать своими родителями — это в определенном возрасте нормальный способ обучения взаимодействию. Такое что-то, оно обычно такое на поверхности, эти манипуляции, их легко вскрыть, но забавно наблюдать за этим.
Когда так себя ведет взрослый человек, то это такая прямая агрессия. Если же вы прямую агрессию эту не воспринимаете, то есть, грубо говоря, манипуляцию нарцисса вы воспринимаете как какое-то токсичное, нежелательное действие, вы не ведетесь на эту манипуляцию, таким образом он может переходить из пассивной агрессии к такой какой-то активной, неэкологичной агрессии. Он может начинать прямо вам угрожать, говорить, что он там, не знаю, расскажет о вас какие-то там вещи, которые он о вас знает, там, что-нибудь там выложит какие-то ваши совместные интимные снимки или там лишит вас работы каким-то образом, что-то там как-то вам навредит. Нарцисс может себя и таким образом вести, это просто такой способ как-то вот, опять же, разместить свою агрессию ВКонтакте. Он не может проявлять ее через вот эти вот манипуляции, поэтому ничего умнее не находит, как просто начинать с вами такие, враждебные, явно какие-то вот агрессивные действия производить. Пятая вещь, которую может сделать нарцисс, он постарается изолировать свою жертву. Не получается манипулировать, я как-то изолирую. А изоляция обычно происходит двумя способами. Первое — это попытка получить как можно больше контроля. Обычно это делается манипулятивно. Мы рассматриваем ситуацию, когда прямо манипулировать у нарцисса не получается. Предположим, мужчина-нарцисс говорит своей женщине, что вот ты там ходишь в спортзал, одеваешься там в эти обтягивающие лосины, а это как бы негоже так ходить, и вообще там на тебя все смотрят, поэтому в спортзал не ходи. Или ходишь там со своими подружками гулять, что-то такое, у нас с тобой отношения, ты ходишь, как будто ты свободная, тоже туда с ними не ходи. Если женщина на эти манипуляции не ведется и говорит, что у нас с тобой, да, отношения, я к тебе хорошо отношусь, но в спортзал я ходить буду, или с подругами я тоже ходить буду, это я не считаю, что это как-то противоречит чему-то. Тогда нарцисс может постараться изолировать свою женщину, просто испортив ее отношения с окружающими. Часто так и бывает, если мы рассматриваем вот сцепку мужчина-нарцисс, женщина, жертва нарцисса, то мужчина вот знакомится с женщиной, тут же узнает, какой у нее круг общения, знакомится с ее там, не знаю, родителями, братьями, сестрами, там, друзьями и так далее. Выстраивать с ними такие хорошие отношения, нарцисс это умеет, а потом просто, когда ему необходимо, начинает нашептывать про эту женщину, то есть портить отношения этой женщины с этими вот ее какими-то друзьями, таким образом, чтобы ее изолировать, лишить ее поддержки, лишить ее вообще способа как-то, выйти из-под его контроля. Если вы понимаете, что вот вы находитесь в отношениях с нарциссом, он вами пытается манипулировать, вы от этих манипуляций отбиваетесь, а он тем не менее все равно как-то вот на вас давит, как-то вот делает с вами какие-то вещи, которые вам неприятны, вы теряете контроль над своей жизнью, то, возможно, с этим нужно поработать. У меня есть курс про отношения, под видео будет ссылка. Мы там как раз разбираем такие ситуации, о том, как выйти из разрушительных отношений, в которых ты находишься, как восстановиться после этого, как максимально экологично начать какие-то новые отношения. Также, если вы хотите разобраться в своей индивидуальной ситуации, вы можете записаться на индивидуальную консультацию. Опять же, под видео у меня есть ссылки на мои соцсети, пишите личное сообщение, мы с вами там договариваемся. Иногда нужно просто вот посмотреть на ситуацию, в которой вы находитесь, с другой стороны, для того, чтобы как-то она начала куда-то двигаться. Потому что хуже всего, когда люди тратят очень много времени, оставаясь на одном месте. Я нахожусь в отношениях, которые мне ничего не приносят, но и выйти из них не могу, потому что есть какие-то внутренние там стопоры. И по традиции я вас попрошу написать в комментариях, если у вас была ситуация, что нарцисс вами манипулирует, вы на эти манипуляции не ведетесь, с каким его поведением вы сталкивались, как он на вас давил, когда вот понимал, что манипулировать прямо он не может. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если вам эта тема кажется важной, видео понравилось, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.